Привет! Сегодня я хочу рассказать тебе про игру, которую лично я считаю лучшим проектом, который мог выйти на Switch в конце этого года. Данная игра не нова и вышла в далеком 2005 году для консоли Nintendo DS. В 2007 году перекочевала на Nintendo Wii, получив локальный мультиплеер, motion управление, хороший по меркам Wii графику и больше контента. И в 2021 году игра получила новую реинкарнацию и вышла для консоли Nintendo Switch, получив название Big Brain Academy Brain vs. Brain. И в ней помимо локального мультиплеера добавили онлайн-функцию, в которой ты можешь устраивать файтинги серых веществ как с твоими друзьями, так и с рандомными игроками со всего мира. Давай поговорим про сюжет. Его здесь просто нет. Так же, как и нет выдающейся графики. Здесь приятная рисованная стилистика и крупные элементы интерфейса. Это игра про геймплей и про то, насколько ты умный. В самом начале тебе предлагают поступить в академию. Все по классике. Вводишь свой ник, дату рождения, род занятий, настраиваешь образ персонажа, выбираешь коронную фразу и приветствие для мультиплеера. Потом эти данные можно изменить в разделе настроек. Добавить разных пользователей можно до 8 человек на одной консоли. Это в терминологии игры будут члены семьи. Дополнительную одежду и аксессуары для образа, а также коронные фразы и приветствия ты будешь открывать по ходу игры, зарабатывая монеты. Всего существует 300 элементов внешнего вида, и можно с помощью их комбинаций создать свой уникальный образ. Ты смотришь канал Streamerl, меня зовут Олег. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также у меня есть Инстаграм, чат в Телеграме, канал в Телеграме, поэтому подпишись, если тебе интересно, все ссылки будут под этим видео. Теперь давай поговорим про режим игры. Их несколько, и сейчас по порядку я тебе о каждом из них расскажу. Режим тренировки, в котором ты выполняешь разные испытания для мозга и получаешь медали. Чем больше баллов набрал, тем ценнее медаль. Всего 5 категорий испытаний, и каждый вид задействует ту или иную область твоего мозга. По итогам каждого испытания получаешь оценку и, исходя из нее, получаешь монеты и медаль. За каждые 10 монет открываешь коробку с элементом внешнего вида. Попробуй получить все золотые медали во всех испытаниях и откроешь секретный режим игры. Я его лично уже открыл, но спойлерить тебе не буду. Режим игры тест. Это серьезная проверка для твоего мозга. Череда разноплановых заданий, чтобы узнать, насколько мощный твой мозг. Нужно подряд пройти несколько испытаний и по итогу получишь коэффициент мощности твоего мозга. Также сохраняется лучший результат, чтобы можно было отследить прогресс или регресс. Тренируйся каждый день и повышай свои умственные способности. Лайфхак, который поможет набирать больше баллов и зарабатывать медали. Используй тачскрин, у кого тачскрин, тот и на коне. Режим локального мультиплеера позволяет играть как в режиме док-станции, так и на одной консоли, используя тачскрин. Попробуй, это весело. Главное в процессе борьбы не разбить консоль. Доступен режим до 4 человек, но при игре втроем или вчетвером играть можно только в режиме док-станции. Для игры потребуется всего один джойкон на игрока. Битва с духами. Здесь ты соревнуешься с игроками со всего мира в 5 категориях. На каждую категорию свой противник. Зарабатываешь кубки за победу над каждым и поднимаешься в мировом рейтинге. За проигрыш минусует 5 кубков, поэтому не тормози. Онлайн-режим доступен только для подписчиков сервиса Nintendo Switch Online. Так что, если у тебя еще нет подписки, обязательно ее приобрети. Битвы с духами друзей. Здесь ты соревнуешься с духами друзей в разных испытаниях. За победу над другом получаешь монеты, за проигрыш не получаешь ничего. Выясни, кто круче, ты или твой друг. Битвы с духами семьи позволяют соревноваться с результатами пользователей, которые созданы в игре. Об этих пользователях я тебе уже рассказывал в самом начале ролика. Принцип битвы такой же, как и в режиме битвы с духами друзей. Ну и каждая соревновательная игра должна содержать рейтинги. В разделе рейтингов ты можешь посмотреть рейтинг твой и твоих друзей в каждом из заданий. Можно понять, кто держит пальму первенства в том или ином задании. Ориентируясь на друзей, зарабатывай больше баллов и будь первым. Я бы назвал эту игру игрой года, потому что она не предлагает банальный трипл и графон и все непривычные игровые механики. Эта игра по-настоящему заставляет соревноваться и устраивает разборки на уровне твоих извилин. Поистине лучший файтинг. К этому еще нужно добавить скорость реакции при нажатии на кнопки или тачскрин для лучшего результата. И по факту мы получаем отличный тренажер, который подойдет киберспортсменам, школьникам, офисным сотрудникам, всем, для кого эта игра не окажется сложной и кто не побоится, увидев свои начальные, может быть не самые радужные результаты, бросить игре вызов и повысить свои возможности мозга. Ну и в завершении ролика хочу тебе рассказать про разные версии этой игры для разных консолей. Начнем с Nintendo DS. Как я уже сказал ранее, игра вышла в 2005 году. И только на английском языке. Картридж у меня европейского региона, и в комплекте шел такой толстый классный мануал, помимо другой макулатуры, которая раньше в большом количестве
клали в картриджи. В мануале нам рассказывают, как играть в эту игру, какие есть элементы управления и какие есть испытания в данной игре и что нужно делать, чтобы выполнить то или иное испытание. Версий игры для консоли Nintendo Wii уже больше по размеру. И, как ты видишь, обложка здесь на русском языке, потому что это издание для России. Но, тем не менее, игра все равно на английском языке. Но при этом мануал уже на русском. В мануале есть описание того, как играть, а также есть описание каждого задания. И версия игры для консоли Nintendo Switch в компактной, удобной, прозрачной коробочке. Игра полностью на русском языке и обложка тоже полностью на русском языке. К сожалению, внутри картриджа нет, потому что она в консоли, и мануала также нет, потому что Nintendo уже давно не кладет в мануалы свои игры. Мануалы мы можем видеть в каких-то различных инди-проектах, но не в играх от компании Nintendo. Надеюсь, что контент тебе понравился. Поддержи ролик лайком, подпишись на уведомления канала и также подпишись на мои социальные сети, на Instagram и на Telegram. И не забудь использовать тачскрин, потому что, как я и сказал ранее, у кого тачскрин, тот и на коне.